Друзья, давным-давно, во времена мифов и легенд, когда миром веб-разработки правили велосипеды и CMS, разработка админ-панели вызывала трепет и ужас. По сей день у многих осталась эта травма. Но те времена давно прошли, и сегодня генерировать админ-панель – одно удовольствие. На рынке множество решений, которые вы, думаю, знаете и без меня. Но в данном гайде я буду рассказывать вам особенности админ-панели от Katcode, которая называется Moonshine. Многие из вас скажут, а чем она лучше такой-то админки или такой-то, а почему не такая-то, или вы то же самое, что вот эта админка. Друзья, легко отвечу, у нас тоже ресурсы, обвертки над моделями в основе и метод с полями также присутствуют. В целом это уже можно сказать паттерн современных админ-панелей. Он удобный, и мы также не обошли его стороной. Чем же мы лучше? При выборе админ-панели обычно предпочитают другой вопрос. Подойдет ли она под мой проект? Нравится ли дизайн? Нравится ли и понятна документация? Закроет ли эта админ-панель все задачи, которые стоят перед вашим проектом? Если да, и ваш выбор будет в пользу Moonshine, то этот гайд для вас. В целом мы open source проект, помогаем всем в нашем телеграм-чате по всем вопросам, постоянно исправляем баги и улучшаем этот проект. Помогаем новичкам не только пользоваться, но и принимать участие в разработке. Выглядит админ-панель Moonshine на мой вкус просто космос. Прямо сейчас мы смотрим с вами на документацию Moonshine. И знаете что? Документация также сделана на Moonshine. Можно сказать, товар лицом. А вот на главной также скриншот одного из разделов. И скоро мы с вами будем делать точно такие же. Ну что ж, друзья, начать нам нужно с установки и отправиться в путешествие разработки админ-панели на Moonshine. Не будем тянуть время, пристегните ремни, пальцы на старт, погнали! Друзья, для примера мы возьмем с вами реальный проект. Это официальный сайт Katcode с новостями. Здесь есть над чем поработать, есть для чего создавать ресурсы в админ-панели. Плюс я дополнительно добавил еще множество полей в базу данных, в таблицу по статьям, для того, чтобы мы могли с вами максимально поиграться с полями админ-панели Moonshine. В общем, есть над чем поработать. Давайте приступать. Вернемся в документацию, перейдем в раздел «Установка», как раз с него и стоит начать. И здесь все просто и привычно. Для начала необходимо установить зависимость с помощью композера. Копируем команду, возвращаемся в наш проект, открываем терминал и вставляем Composer require Lito Moonshine. Отлично, ждем установку. Видим, что на момент создания этого гайда мы используем версию 1.50 админ-панели Moonshine. Окей. Возвращаемся назад и копируем следующую команду, которая установит все необходимые директории, разместит конфиги, миграции, выполнит миграции. В общем, все, что требуется админ панели. Давайте ее добавим и исполним. Отлично. Видим, что у нас все готово, все выполнено. И давайте, прежде чем мы перейдем к следующему шагу, рассмотрим, что именно создал Moonshine в рамках выполнения команды по установке. Во-первых, у нас в директорию app добавилась директория Moonshine, где у нас будут располагаться все необходимые ресурсы. Ресурсы — это, скажем так, разделы в админ-панели, когда у нас в меню будут пользователи, статьи и так далее. И уже перейдя в этот раздел, мы сможем их удалять, редактировать, добавлять, фильтровать, все в таком духе. За эти процессы отвечают ресурсы. И располагаться они у нас будут в этой директории. Пока что их нет, но скоро появятся. Класс Dashboard у нас отвечает за главную страницу нашей админ-панели, где у нас будут различные метрики. Сколько заказов, сколько необработанных заказов, определенные графики, какие-то таблицы, вступительный текст, все, что нам потребуется. Далее, на что стоит обратить внимание, это на конфиг. Располагается он, как обычно, в директории config. И далее вот он здесь, Moonshine PHP. Давайте на него внимательно взглянем, что у нас здесь есть и что мы можем с вами изменить под себя. Во-первых, в целом мы можем изменить директорию app Moonshine на какую-то свою определенную.
Делается это в рамках параметра dir. И если вы ее меняете, то также меняйте namespace всех классов, которые будут там располагаться в рамках стандарта PSR4. Далее, друзья, если эти моменты, думаю, меняться у вас будут крайне редко, то здесь уже совсем другая история. Заголовок вашей админ-панели, который будет выводиться у вас в мета-тегах. И также вы можете задать свой логотип. Чуть позже мы к этому вернемся, когда посмотрим на тот логотип, который у нас есть по умолчанию, и попробуем заменить на что-то свое. Скажем так, изменить брендирование. Далее, друзья, интересный момент – это префикс нашей админ-панели. По умолчанию он Moonshine. Но, как правило, я думаю, у вас он будет админ, и этот момент вы также можете поменять. Либо в конфиге, либо еще лучше в env файле через параметры Moonshine Route Prefix. Moonshine максимально кастомизируется, и вы также можете изменить все под свои middleware, под свои провайдеры в рамках аутентификации и идти своим путем. Но в большинстве случаев этот параметр лучше не трогать, и пусть он остается как есть. Что касается Custom Page Slug, я пока что ничего об этом вам говорить не буду. В этом гайде мы затронем тему кастомных страниц и взглянем на этот параметр еще раз. Далее, блок Off с настройками аутентификации. В целом ваша админ-панель может быть без аутентификации. Еще раз вам скажу, что документация Moonshine написана на Moonshine. И как видите, здесь никакой аутентификации нет. Она сразу доступна. И Moonshine способен работать в таком режиме. Если вам требуется также отключать аутентификацию, чтобы ваша админ-панель была доступна всем, либо, возможно, это в целом и не админ-панель, и она выполняет у вас совсем другие задачи, то вы можете переключить Enable в False. Далее, друзья, то, что я вам говорил чуть ранее, вы можете использовать собственный провайдер аутентификации, скажем, не использовать таблицу Moonshine Users и модель Moonshine User, которая идет из коробки, а воспользоваться своей User, и особо усилий вам это не составит. Здесь изменить модель, скажем, на дефолтный User, и далее поменять guard, который у нас стоит по дефолту, на Users. И уже после этого вы сможете работать в рамках своего гарда и провайдера. Мы этот момент также в одном из уроков попробуем изменить, но пока что двигаемся дальше. Что касается футера, мы уже скоро взглянем, о чем здесь речь, но забегая вперед скажу, у нас есть страница авторизации, вот логина, пароля, и там у нас снизу будет блок, куда можно будет добавлять свой текст. Скажем, админ-панель по умолчанию не предусматривает регистрацию, но вы можете здесь добавить ссылку на регистрацию, реализовать ее где-то у себя и после редиректить нового пользователя на вход в админ-панель, если вам такое требуется. Но, как правило, админ-панели реализуются без процесса регистрации. Но какие-то дополнительные ссылки здесь могут присутствовать. Далее, друзья, параметр locales говорит о том, какие языки поддерживает ваша административная панель. Внутри админ-панели вы сможете динамически их переключать. По умолчанию это английский и русский язык. Параметр middlewares крайне полезный. Вы можете добавить еще какой-то дополнительный middleware, через который будут гулять все запросы в вашей админ-панели. Далее, друзья, настройки основного визуального редактора. Чуть позже, когда мы будем его рассматривать, мы поговорим и рассмотрим все эти дополнительные поля. Что касается параметра Socialite, я думаю, вы знаете о пакете в рамках экосистемы Laravel Socialite, которая дает доступ к аутентификации через соцсети через Auth 2.0. И мы также можем использовать эту аутентификацию и в нашей админ-панели. Для этого достаточно установить пакет Socialite, настроить определенный драйвер и здесь его указать. И указать изображение, которое будет у нас появляться в футере под формой входа, скажем так, с логотипом той соцсети, которую вы выберете. И по клику вы будете производить аутентификацию в вашу админ-панель через соцсеть. Параметр footer. У нас в рамках админ-панели, давайте пока что взглянем на скриншот. В футере есть определенные ссылки. Вот они у нас здесь. Copyright. Сделано с любовью от CatCode. И ссылки на лицензию, на демо-проект и на GitHub. Вы эти моменты также можете кастомизировать, указать что-то свое, указать, скажем, контакты для заказчика, чтобы в случае чего он писал и звонил вам, либо вовсе убрать. В общем, и футер также кастомизируется.
Да, друзья, кстати, если ваш проект это целиком Moonshine, скажем, какая-то внутренняя CRM или документация, как у меня, то вы можете убрать префикс, оставить его пустым, и ваша админ-панель Moonshine будет доступна от слэша. Важный и приятный нюанс. Давайте пока что вернем, перейдем в браузер и откроем нашу админ-панель, перейдя по URL admin. Окей. И видим форму аутентификации. Выглядит она следующим образом. Давайте немножко с ней поиграемся, вернемся в конфиг, снова перейдем к параметру footer и еще раз о нем поговорим. Скажем, нам в форме аутентификации также необходимо добавить какие-то ссылки. Давайте это сделаем. Ref. Пусть это будет регистрация, скажем. Напишем регистр. Вернемся, обновимся. И видим под кнопкой логин также еще дополнительную кнопку. То есть эту область мы можем также с вами кастомизировать. Давайте пока что уберем, нам это не нужно. На что еще стоит здесь обратить внимание? На надпись сверху Welcome to Moonshine. Возможно, вам она не потребуется и вы хотите ее изменить. Эти моменты у нас редактируются в рамках локализации. Необходимо перейти в директорию Lang, далее Vendor, далее в директорию Moonshine. И здесь у нас все переводы в рамках Moonshine по английскому и русскому языку. Давайте зайдем в английский, UI. И вот здесь в блоке логин увидим title Welcome to Moonshine. Давайте поставим несколько восклицательных знаков, чтобы убедиться, что у нас меняется. И видим, что заголовок у нас поменялся. Если необходим какой-то другой свой, то вы можете эти моменты у себя менять. Ну и соответственно также вы можете добавить и дополнительную директорию с вашим языком, который вы используете, и просто перевести все параметры, которые есть по умолчанию, и получить Moonshine на том языке, который вам требуется. Ну и дополнительно не забудьте прописать этот язык в рамках параметра locales, чтобы вы могли динамически его переключать. Что еще может здесь не понравиться вам или вашему заказчику? Конечно же, это бренд, логотип. Давайте также попробуем его с вами поменять в рамках админ панели. Вернемся снова в наш конфиг. И вот здесь в параметре лого, либо через env в рамках Moonshine лого параметра, укажем какой-либо другой логотип от папки public. У меня уже в директории public в рамках проекта и директории images есть лого svg с логотипом CatCode. Давайте попробуем его использовать. Укажем images, лого, svg. Отлично. Вернемся в браузер, обновимся и видим, что логотип у нас уже не Moonshine. Но мне нравится Moonshine, поэтому мы оставим как было. И продолжим наше знакомство. Следующим логичным шагом будет вход в нашу админ-панель для того, чтобы посмотреть, что у нас там внутри. Давайте попробуем. Введем пользователя, email, скажем admin catcode.dev и пароль, который я хотел бы использовать. И нажмем кнопку логин. И получим в последующем ошибку, что такого пользователя нет. Оно и правильно, мы его еще не создавали. Для начала нам нужно его создать. Как создать пользователя административной панели? Мы знаем, что мы используем с вами в рамках конфига по умолчанию модельку Moonshine User, поэтому где угодно мы можем и самостоятельно его создать. Даже создав ту самую страницу регистрации и там кастомно его создавать. Но также мы можем это сделать через специальную Artisan команду. Она есть в рамках Moonshine, и мы можем ею с вами воспользоваться. Давайте сделаем PHP Artisan Moonshine User. И далее Moonshine нам будет предлагать параметры для ввода. Для начала это email, он же и логин. Давайте укажем тот, который я указывал, когда пытался зайти. Admin catcode.dev. Отлично. Имя пусть будет admin. И пароль пусть будет простой, чтобы мы его всегда помнили. 1, 2, 3, 4, 5. Отлично. Видим, что пользователь создан. Давайте вернемся назад и еще раз попробуем ввести те же самые данные. Нажмем логин. И отлично. Переходим в админ панель Moonshine. Она у нас пока что практически пустая, хотя уже и есть определенные разделы. Также мы с вами видим, что можем поменять тему на темную, либо оставить светлую, как было по умолчанию, изменить язык, скажем, на русский, и мы видим, что свернуть меню, скажем, стало на русском языке, либо вернуть назад английский и в целом работать на этом языке.
Далее мы видим, что вот мы аутентифицированы, админ, можем перейти в профиль, заменить, скажем, аватар. Давайте попробуем, сделаем этот момент. Пусть будет вот эта картинка, которая мне сразу попалась. И видим, что мы также заменили аватарку у нашего администратора. По умолчанию нам также доступны несколько пунктов меню. Один у нас с переходом на документацию, которую мы с вами уже видели. И также основные разделы. Это все пользователи. Пока что у нас здесь только один, то есть пользователи админ панели. А также роли, которые доступны по умолчанию. Пока что здесь только админ. И с этим мы также с вами в будущем поработаем. А также поработаем и над правами доступа, которые также присутствуют по умолчанию в коробке в Moonshine. Но пока что, друзья, мы не будем с вами разбираться с этими дефолтными ресурсами, которые в админ панели Moonshine по умолчанию. Мы будем создавать с вами новые, чтобы углубляться и понимать концепцию Moonshine еще больше. Пришло время самого интересного. Давайте работать с ресурсами. Погнали!